Приветствую всех на канале Сад и Огород своими руками. Сегодня мы проводим высадку рассады сладкого перца. И в этом видео я хочу показать все моменты, которые позволят нам не только провести высадку, но и в дальнейшем получить хороший урожай с этих растений. Первые два условия, которые позволяют нам говорить о том, что пора уже высаживать рассаду сладкого перца, это погодные условия и развитие рассады. Погода уже наладилась, уже среднесуточная температура не понижается ниже 13 градусов. Мы уже одели майки, комары летают, соловьи поют. И поэтому все свидетельствует о том, что существенных похолоданий не будет. И относительно, нормально развитая рассада. Достаточно крепкий стебель, уже бутоны, цветочки, много настоящих листьев и хорошо развитая корневая система. Вот, кстати, корневая система, она уже просто пищит, просится в грунт высадиться. Смотрите, мы высаживали в достаточно большом рассадном стакане, он порядка пол-литра. Именно такой размер стакана позволяет вырастить вот такую крепкую приземистую рассаду. Чем она больше развита будет на момент высадки, тем быстрее она начнет плодоносить. За неделю до сегодняшнего дня мы начали выносить рассаду для закалки на улицу. На световой день мы выносили, ставили рядом с тепличкой нашей на открытый воздух. И рассада постепенно привыкала к температуре, к ветру, и все такое прочее. То есть сейчас она уже адаптирована для продолжения развития в открытом грунте. И давайте поговорим немножко о подготовке почвы. Мы выращивание будем проводить растения в высоких грядках, поэтому почва, которая в них есть, составлялась самостоятельно. Я составлял ее из чернозема, перегной коровий, речной песок и чуть-чуть торфа. Чуть-чуть торфа. Но кроме того, что она должна быть наполнена элементами питания, она должна быть рассыпчатая. Вот такой. Именно в рассыпчатой почве корневая система растений не будет встречать сопротивление и хорошо будет распространяться, укореняться. Чем больше развита корневая система, тем лучше развивается растение в общем. Поэтому, друзья, рыхлая, структурированная воздуха, влагопроницаемая почва – это залог успеха выращивания любых растений. Что касается схемы проведения посадки сладкого перца, перец это такая культура, которая в принципе нормально переносит некоторое уплотнение. В некоторых случаях мы раньше даже выращивали по 2 растения в лунке, но потом как-то отказались и сейчас выращиваем по одному. Смотрите, грядка у нас имеет размеры 1 на 2 метра. Поэтому мы немножечко адаптируем количество рассады под высадку. 40 сантиметров между растениями в рядах. Вот так вот 40 сантиметров, 40 сантиметров. 3 ряда у нас на метр пространства. По 10 сантиметров отступаем от бортика, чтобы корневая система нормально распространялась во все стороны. И вправо, и влево, и по кругу. И 30 сантиметров между растениями. Вот на таком расстоянии мы высаживаем растения в ряду. И вполне достаточно места будет для того, чтобы растения не мешали друг другу и не было конкуренции между соседними растениями за влагу, за элементы питания, которые находятся в почве. Ну а наверху, чтобы растения не конкурировали за солнечный свет, потому что это тоже очень важно. Можно, конечно, еще больше уплотнить, но тогда, друзья, нарушается вентиляция, не будет вот протока воздуха, который бы помогал растениям быстренько высыхать после утренней росы, предположим. Поэтому сильно загущать я бы не советовал. Постоянный конденсат, плохое проветривание, усложненный уход за растениями. Даже если понадобится вдруг нам провести листовую обработку, либо подкормочную, либо от вредителей и болезней, то загущенные посадки трудно этому будут поддаваться. Мы выращиваем 3 сорта: Яника, Белозерка и КС-3115 китановский. Поэтому мы все, естественно, подписали, чтобы потом не путаться. Как высаживаем? Естественно, снимаем рассадный стакан. Тут ничего, в принципе, вот все, что я рассказываю, ничего нового. Набираем вот такую жменю хорошую коровьего перегноя и еще немножко повышаем плодородие. Посадочную яму помещаем за подлицо. Можно на 1 сантиметр буквально заглубить. Семядольные листья можно, кстати, обрывать. Они уже свою роль вообще никакую не играют. На начальном этапе они играли. Так, прижимаем немножко и делаем поливную лунку. Следующий стакан
то же самое. Все повторяется с периодичностью. Перегной. Перец очень отзывчив к именно органическим удобрениям в виде перегноя коровьего. Азот, магний – это для перца именно то, что ему нужно для хорошего развития. Поэтому мы немножечко подсиливаем вот составляющую такую органическую. Следующее. После того, как провели высадку, очень желательно провести послепосадочный полив с применением какого-либо укореняющего средства. Мы используем сейчас Радифарм 25 мл на 10 литров воды. И если вдруг у вас растения менее развиты, имеют желтоватый цвет, слабо развитая листовая масса, то есть замедленные в развитии и как бы слабо растут, то очень желательно применить какое-либо удобрение с повышенным количеством азотной составляющей. Вот 15 у нас это азот, фосфор, калий по 7,7,7. Удобрение Росконцентрат органоминеральное, то есть здесь минеральная составляющая это 15,7,7 и органическая это гумат калия. Именно в таком сочетании наиболее отзывчиво будет реагировать сладкий перец. Он вообще любит азот, но азот именно в первой половине развития, когда еще нет плодов, нужно нарастить кустик. Поэтому, если слабый, еще хочу раз сказать, если слабо развитый и желтый, то есть имеет признаки, что не хватает азота, проведите с повышенным азотом подкормку. Мы проводим Росконцентратом из расчета 25 мл Росконцентрата на 10 литров воды и поливаем под корень. Если нет Росконцентрата, ссылку я оставлю на него внизу в описании под этим видео, то хотя бы ослабленное растение после высадки, кроме того, что добавили сюда укоренитель, также добавьте 10-15, максимум 20 грамм аммиачной селитры, которая в своем составе имеет большое количество азота. И таким образом, я думаю, за неделю перец ваш должен позеленеть. Поливаем по пол-литра под корень. У нас почва слегка так влажная, почва влагоемкая. Раньше мы выращивали свои растения в такой более песчаной почве, где сплошной песок был. Она быстрее высыхала. Но сейчас вот на новом месте почва совсем другой состав. Это вносит свои коррективы. Но ничего, я думаю, все будет хорошо, все будет расти. Еще добавим, чтобы уже дополивать. Вот так. И очень важный момент, всегда много вопросов, друзья, как поступать с коронным цветком. Смотрите, это цветок, который находится в первой развилочке сладкого перца. Вот эта развилочка. И вот он вышел. Сейчас он уже опылился и начинает образовываться здесь перчинка. Вот эта перчинка первая может забирать с куста в общем очень много элементов питания, притормозит его развитие, понимаете? Поэтому многие огородники, кто выращивает сладкий перец, рекомендуют ее вот взять просто и удалить. Таким образом растение не будет отвлекаться на наполнение первого плода. Да, мы не получим самого раннего, самого первого, но оставление его может привести к тому, что растение вот таким маленьким и останется, но зато на нем будет висеть одна перчина. Поэтому не пожалейте. Хотя бы попробуйте, удалите и дайте возможность растению развиваться еще некоторое время без плодовой нагрузки. Хотя это дело сугубо индивидуальное. Если хотите, проведите эксперимент. Часть растений удалите на них коронный цветочек, часть оставьте с коронным цветочком и посмотрите, как это в дальнейшем себя проявит. Вот что хотел рассказать в этом видео. Надеюсь, для вас оно было полезным. Освежили хотя бы по памяти основные элементы, что и как мы делаем при высаживании сладкого перца в открытый грунт. На этом видео закончу. Спасибо за внимание. Всем хороших урожаев. До свидания.